Всем привет, с вами Сновый. Сегодня я хотел рассказать вам о том, какие бывают виды сьютов, так как, поискав на ютубе, я не нашел видео с исчерпывающим рассказом. Только отличия партиал и фулла, которые я тоже разберу. Эта информация облегчит вам жизнь при общении с мастером, если вы решите заказать себе сьют, а также облегчит жизнь самому мастеру. Взаимопонимание здесь необходимо для успешного пошива сьюта. Мастера не одобрят, если вы придете и просто скажете им, что хотите абстрактный сьют, а какой вы сами не знаете. Нужно хорошо обдумать, нужен ли он вам, так как это дорогостоящая покупка, а не просто игрушка. Рассмотрим виды фурсьютов. Мультяшка, полуреалистик и реалистик. Мультяшки выделяются крупной мордочкой с выраженными эмоциями, с большими глазами и носом. В основном головы мультяшек делаются из поролона, из-за этого они легкие. Также у мультяшек за счет больших глаз лучше обзор, чем у полуреалистиков или реалистиков. Но есть шанс помять маску, так как поролон легко деформируется. Если намочить маску, то скорее всего она не высохнет, опять же из-за поролона. Также у мультяшек обычно большие лапы и хвост. Иногда можно спутать лису или волка, потому что они сделаны очень похоже. Цвета фурсьюта могут быть практически любыми, даже кислотными. Но я не советую вам так делать. Вот как выглядят мультяшки от разных студий. Мы рассмотрим полуреалистики. Один из них вы созерцаете на моих видео. Полуреалистики отличаются от реалистиков мультяшными нюансами, позволяющими показать им больше эмоций плюшки, что затруднительно в реалистиках. Обычно эти нюансы касаются глаз, носа, ушей. Однако основная анатомия животного должна быть соблюдена, и вид должен быть узнаваемым. Соответственно, работа по изготовлению полуреалистика более сложная, чем мультяшки, но и результат вас не разочарует, если вы любите приближенные к оригиналу плюшки. В плане расцветки, по моему мнению, лучше придерживаться нейтральных цветов и не брать слишком яркие. Обзорность в такого типа сьютах хуже из-за посадки глаз и их материала. В основном глаза делаются из пластика и непрозрачны. Вы, конечно, можете попробовать попросить мультяшные глаза, но они могут не соответствовать образу целиком. В этом плане я советую посмотреть работы мастера и довериться ему в выборе этих деталей. В любом случае, мастер будет придерживаться своего стиля. Смотрим реалистики. Они полностью копируют анатомию выбранного вами животного. Размеры глаз, ушей, головы относительно тела – все должно быть пропорционально. Эмоции у этого вида сьютов не так выражены, как у мультяшек или полуреалистиков, и их сложнее показать мастеру. Также и с самой маской. Требуется много опыта и времени, чтобы сделать все аккуратно и корректно в плане анатомии. Соответственно, и время на изготовление подобных плюшек больше, чем на другие виды. Обзорность них будет либо такой же, как в полуреалистике, либо чуть хуже. В плане цветов тут все намного строже. Не рекомендуется брать яркие цвета. Лучше выбрать естественные цвета выбранного вида и играть с их оттенками и переходами между ними, добиваясь гармонии. Цены на реалистики из-за всех этих деталей будут выше в зависимости от опыта мастера, его портфолио и цены на материалы. А вот и фотореалистиков. Как показывает практика, мультяшки людям нравятся больше и их хотят обнимать чаще, чем реалистики, потому что они более милые и привлекательные. А реалистики некоторых могут даже оттолкнуть из-за своей реалистичности. Например, детей. У моей сестры есть ребенок, который испугался моего сьюта. Видимо, на подсознательном уровне люди ощущают опасность при виде хищников. Наверное, если бы у меня была мультяшка, такого бы не случилось. Так что, владея реалистиком или полуреалистиком, не следует удивляться тому, что некоторые люди, а особенно дети, пугаются и разбегаются от вас в разные стороны или и прячутся за родителей. Рассмотрим разницу между партиалом и фуллом. Она заключается в количестве меха на вашем теле. Если это full suit, то у вас будет голова, комбинезон, покрывающий все ваше тело, перчатки, лапы и хвост. Вот пример фуллсьюта. Если же у вас партиал, то будет голова, рукава, лапы и хвост. Ну, либо какая-то вариация этого набора, например, рукава, пришитые к лапам. Скажу из своего опыта, что даже в одной голове вам будет жарко,
Так что ношение партила не спасает вас от перегрева. А вот как выглядит партил. На этом все. Может быть, есть еще какие-то темы, о которых вам было бы интересно услышать от меня. Например, рассказы о зарубежных фурах или конвентах. До новых встреч! Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Пока!